привет! С вами на связи полностью человек Вероника. Сегодня мы с вами поиграем в игру Доки-Доки Luxury Club. Да, в общем, я начинала в нее как-то играть, но вначале она мне показалась скучной, и я ее забросила. Надеюсь, вместе с вами я ее не заброшу и продолжу играть до конца. Ну что, не туда. Начнем. Как его назовем? Это же тут парень. Да. Хочу японский какой-нибудь. Давайте Дэйчи. Нет. Хатару. Все, я пришла к общему соглашению, что его будет звать Ичиро. Вот. Сама посоветовала, сама решила. Вот, нашего парня зовут Ичиро. Продолжаем. Эта верхняя полоска меня раздражает. Я никак не беру. Эй! Ну да. О, точно, не хочу мышкой. Вдалеке я увидел шумную девочку. Она бежала по направлению ко мне, размахивая руками в воздухе так, будто ей плевать на то излишнее внимание, которое она к себе привлекает. Иногда я так делаю, потому что мне стыдно. Это девушка Саори, моя соседка и хорошая подруга детства. Но знаете, такие друзья, с которыми вы толком и не видитесь, они остаются таковыми просто потому, что вы знаете друг друга слишком долго. В такие дни, как этот, мы раньше ходили в школу вместе, но начиная со старшей школы, она начала все чаще и чаще просыпаться. В конце концов, я просто устал постоянно ждать ее. Но если она так и будет бегать за мной, как сейчас, то будет лучше просто убежать подальше. Вот я просто вздохнул и стал напротив перехода, дав Саори догнать меня. Блин, тебе мне было смешно. Я опять проспала, но я догнала тебя в этот раз. Возможно, но только потому, что я решила остановиться и подождать тебя. Ты сказал так, словно хотел проигнорировать меня. Интересно, вам что это с выражением или можно просто так? Это грубо, Ичиро. Что ж, если люди будут таращиться на тебя из-за того, что ты странно себя ведешь, тогда я не хочу, чтобы они подумали, что мы пара или что-то в этом роде. Ладно. Но все-таки ты меня подождал. Да, ты такая милая девочка. Я думаю, что ты не сможешь быть булкой, даже если захочешь. Как скажешь, Саори. Хе-хе, вот так вот я исполнила жизнь. Так, мы вместе перешли дорогу и продолжили свой путь к школе. По мере приближения улицы все больше заполняются другими учениками, совершавшими свой последний поход на учебу. Кстати, Ичиро, ты уже решил, в какой клуб вступишь? Клуб? Я уже говорил тебе, я не заинтересован во вступлении в клубы. Даже не искал еще. Это неправда. Ты сказал мне, что вступишь в клуб в этом году. Разве? Возможно, я и правда мог это сказать в одном из множества наших разговоров, где я пренебрежительно соглашался со всем, что она говорила. Саори любит слишком много беспокоиться за меня в то время, когда я полностью удовлетворен тем, что прожигаю свое свободное время, сидя за играми и аниме. Ты идеальная жизнь, молодец. Ага. Я говорила о том, как я волнуюсь из-за того, что ты не научишься общению в коллективе и не приобретешь никаких умений перед колледжем. Твое счастье очень важно для меня, знаешь ли. И я знаю, что ты всем довольна на данный момент, но мне хочется умереть от мысли, что ты станешь хиканом в ближайшие пару лет, потому что совершенно не живешь реальную жизнь. Ты ведь не доверяешь, так? Не заставляй меня волноваться за тебя. Ладно.
Я посмотрю на пару кубов, если это тебя обрадует. Хоть ничего и не обещаю. Но ты можешь, по крайней мере, обещать мне, что хоть немного постараешься. Ведь так? Да, думаю, я это могу пообещать. Уху. И почему я позволил себе отчитывать такой беспечной девчонки? Более того, я поражен, что вообще слушаю ее. Но все-таки, глядя на то, как сильно она за меня переживает, так или иначе захочется ей помочь, даже если она преувеличивает. Мы приметили в школу. Я уже устала читать. Этот день в школе был таким же обычным, как и всегда, и закончился он прежде, чем я опомнился. После того, как я упаковал свои вещи, я установил... Да, это говорит о том, что я мало сплю. После того, как я упаковал свои вещи, я уставился в стену, пытаясь найти хоть каплю мотивации. Клубы. Саори хотела, чтобы я рассмотрел варианты клубов. Похоже, у меня нет выбора, кроме как начать с аниме-клуба. Привет, Саори. Саори, должно быть, зашла в класс, пока я витал в облаках. Я оглянулся и понял, что я остался в классе один. Я думала, что поймала тебя, когда ты будешь выходить из класса, но увидела, как ты сидишь тут и просто витаешь в облаках, поэтому зашла. Честно говоря, ты иногда даже хуже меня, я впечатлена. Тебе не нужно меня ждать, если из-за этого ты опоздаешь свой клуб. Ну, я посчитала, что тебе нужен некий стимул, поэтому я подумала, знаешь что? Что ты можешь вступить в мой клуб, Саори. Да, при каком раскладе я не вступлю в твой клуб? Злюка. Саори, вице-президент литературного клуба. Не то, чтобы я знал, что она интересуется литературой. На самом деле я на 99% уверен, что она сделала это только потому, что считала, что будет весело помочь основать новый клуб. А поскольку она была первой, кто заинтересовался клубом после основателя, она и получила титул вице-президента. Не говоря уже о том, что мой интерес к литературе еще меньше. Ага, я пойду в аниме-клуб. Пожалуйста, пойдем. А почему тебя это вообще так волнует? Я вроде как сказала вчера в клубе, что приведу нового ученика. И Нацуки испекла кексики и все такое. Кексики, блин. Какая развратная. Не давай обещаний, которые ты не можешь сдержать. Не могу сказать, действительно ли Саори настолько ветреная, или она планировала это с самого начала. Я испустил длинный вздох. Хорошо. Я загляну ради кексов, ладно? Да, шли. Итак, сегодня знаменуется день, когда я продал свою душу за кексы. Когда-нибудь продавали душу за кексы? По-моему, это классно. Я удрученно следовала за Саори по лестнице в часть школы, которую я редко посещал, используя в основном третьегодками для мероприятий. Не обращайте внимания, что я не могу читать, потому что уже поздно, и я уже сплю наполовину. Саори полной энергии распахнула дверь комнаты. Эй, все, новобранец, здесь! Я же говорил тебе, не называй меня новобранец. Я оглядел комнату. Добро пожаловать в литературный клуб. Рада с тобой встретиться. Саори всегда хорошо отзывалась о тебе. Почему ей подходит именно такой голос? Серьезно? Ты привела парня? Это убьет всю атмосферу. Ох, Ичиро, что за приятный сюрприз. Добро пожаловать в клуб. В такой ситуации я потерял дар речи. Этот клуб полон невероятно милых девушек. Ей-пи. Ну чё, будем сразу выбирать кого, потому что я знаю, что здесь нужно сделать выбор в пользу одной девушки. А какой, не знаю. Ладно, посмотрим по ходу. Девушка выбирает девушек.
На что уставился? И если хочешь сказать, что ты скажешь. Она как глупо не говорит. Простите. Нацуки. Класс. Девушка с кислой миной, чье имя, судя по всему, Нацуки, единственное, кого я не заметила. Судя по маленькой фигуре, она, скорее всего, первогодка. Также она, по словам Саори, та, кто делал кексы. Можешь просто игнорировать ее, когда она начинает капризничать. Саори сказала это тихо мне на ухо, затем повернулась к другим девушкам. Итак, это Нацуки, всегда полна энергии. А это Юри. Простите. Она умнейшая в клубе. Не надо так говорить. Похоже, наиболее взрослый, робкий среди всех Юри приходится тяжело с кем-то вроде Нацуки. Эх, что ж, приятно познакомиться с вами обеими. И, похоже, ты уже знаком с Моникой, да? Верно. Приятно увидеть тебя снова, Ичи. Моника приветливо улыбает. Боже, а что это? Глаза у нее. Мы действительно друг друга знаем, мы редко разговаривали, но в прошлом году мы были в одном классе. Умная, красивая, спортивная Моника была, пожалуй, самой популярной девушкой в классе. Запомнила? Она умная, красивая, где пальцы мои. Красивая, спортивная и плюс самая популярная девушка в классе. По-моему, уже можно делать выбор, нет? В общем, абсолютно не мой уровень. По-моему, мы с ним разных, просто с разных миров. Поэтому ее искреннюка заставляет меня чувствовать себя немного... Тебя тоже, Моника. Проходи, присаживайся, Ичиро. Мы освободили для тебя место за столом, поэтому можешь сесть рядом со мной на Монику. Я принесу кексики. Я сделала и принесу их. Я сама. Когда ты сам составляешь сценарий. Прости, я немного увлеклась. В таком случае, как насчет чая? Девушки сделали несколько пар, чтобы составить из них 100. Как и упоминала Сайори, они расширили его таким образом, чтобы появилось одно место рядом с Моникой, одно около Сайори. Нацуки и Юри отошли в угол комнаты, где Нацуки взяла завернутый фольгу поднос, а Юри открыла шкафчик. Все еще чувствую себя неловко, я села возле Сайори. Нацуки гордо прошла к столу, неся в руках поднос. Итак, вы готовы? Та-да! Воу! Нацуки сняла фольгу с подноса и раскрыла дюжину белых кексиков, украшенных так, чтобы походить на маленьких котиков. Усики были нарисованы в глазурь, а в качестве ушей были использованы маленькие кусочки шоколада. Так, мило! Я не знала, что ты так хороша в выпечке, Нацуки. Ну, теперь знаешь. Просто поторопись и возьми один. Саори берет Берг, и потом Моника, если к примеру. Снятина. Саори говорит с полным ртом, и тут же умудрилась испачкать лицо в глазури. Я покрутил кексик в своих пальцах. Подыскивать наиболее удачное место для укуса. Нацуки молчит. Я замечаю ее короткий взгляд, направленный на меня. Она ждет, пока я попробую. Наконец, я кусаю. Глаза сладкая, насыщенная. Интересно, неужели она сделала это сама? И правда, неплохо. Спасибо, Нацуки. Почему ты меня благодаришь? Не то, что я... Кажется, я слышал это где-то ранее. Я сделала это для тебя или что-то вроде того. Я думал, ты по сути это сделала, Саори сказала. Может быть, знаете, дурак. Короче, девчонка запуталась. Я запуталась вместе с ней. Ладно. Я сдался перед странной логикой Нацуки и прервал разговор.
Юрия вернулась к столу, принеся сервиз. Она аккуратно расставила чашки напротив каждого из нас, а затем поставила чайник рядом с кексами. Вы что, целый чайный сервиз в этой комнате храните? Не переживай, учителя дали нам разрешение. В конце концов, разве не горячая кружка чая лучше всего помогает насладиться хорошей книгой? Книги. Мне пересохло в горле. Наверное. Хихи, не пугайся, Юрий просто старается впечатлить тебя. Это не... Юрий обиженно отвернулась. Я хотела сказать на самом деле, я тебе верю. Хоть чтение с чаепитием не совсем мое хобби, но я, по крайней мере, смогу насладиться чаем. Я рада. Юрий с облегчением улыбнулась. Моника подняла брови, а затем улыбнулась. Итак, что ты решил по поводу литературного клуба? Я боялся этого вопроса, что-то подсказывает мне, что не стоит говорить Монике, что меня сюда по сути притащила Саори. Что ж, я все еще не вступил в какой-либо клуб, а Саори, похоже, счастлива здесь, поэтому все в порядке, не стесняйся. Мы позаботимся о том, чтобы ты чувствовал себя как дома. Хорошо. Мой долг, как президента литературного клуба, позаботиться о том, чтобы клуб был веселым и интересным для каждого. Моника, я удивлен, как ты вообще решила основать свой собственный клуб? Ты вполне могла бы занять одну из лидирующих должностей в любом из крупных клубов. Разве не ты была главой дискуссионного клуба в прошлом году? Ты знаешь, если честно, я не ношу всю эту политику вокруг крупных клубов. Такое ощущение, словно в них нет ничего, кроме споров о бюджете и работы на публику, а также подготовки к мероприятиям. Я бы лучше предпочла заняться чем-то, что нравится лично мне, и сделать из этого что-то особенное. Если это вовлечет других в литературу, то тогда я точно исполню эту мечту. Моника и правда прекрасный лидер. Юрий тоже кивает в согласии. Тогда я удивлен, что в клубе все еще не так много людей. Сложно должно быть основывать новый клуб. Можно сказать и так. Не так много людей заинтересованы в прикладывании усилий, чтобы принести что-то новое. Особенно, когда это что-то не особо привлекающее внимание, как литература. Нужно очень постараться, чтобы убедить людей в том, что это интересно и стоит того. Но благодаря этому школьные мероприятия, как, например, фестиваль, становятся гораздо важнее. Я уверена, что мы все действительно сможем развить этот клуб до того, как выпустимся. Не так ли, ребята? Да, выложимся на полную. Еще бы. Все восторженно соглашаются. Такие разные девушки, но все заинтересованы в одной цели. Моника, должно быть, действительно постаралась, чтобы найти этих троих. Может быть, поэтому не так рада вступлению нового участника, хотя я все еще не знаю, смогу ли я поддерживать такой же уровень энтузиазма насчет литературы. Итак, Ичиро, что ты любишь читать? Учитывая то, как мало я прочитала за последние пару лет, я не могу ответить на этот вопрос. Мангу. И я тихо бормочу себе под нос, слушайте, Нацуки резко поднимает голову. Это выглядит так, будто она что-то хочет сказать, но молчит. Не такой уж и читатель, полагаю. Ну, это можно и винить по всех временах, сказала. Что я несу, я сказала, не подумав, после того, как я увидел грустную руку Юрия. Кстати, а что насчет тебя, Юрий? Что ж, если подумать... Юрий провела пальцем по краю своей чашки. Больше всего мне нравятся романы с проработанным и целостным фантастическим миром. Уровень мастерства и креативности, сокрытых в нем, поражает меня. И способность рассказывать хорошую историю в столько чужом мире в разной степени впечатляет. Юрий продолжает говорить, похоже, на очень страстно относится к чтению.
Она оказалась такой скромной и замкнутой, когда я пришел, но с уверенностью можно сказать, потому как загорелись ее глаза, что ей комфортно среди книг, но не людей. Но знаешь, мне нравятся и многие другие вещи. Истории с глубокой психологией частенько заставляют меня нырнуть вниз с головой. Разве не удивительно то, как писатель может воспользоваться нашим собственным отсутствием воображения, чтобы выбить нас из колеи? Но так или иначе, в последнее время я прочитала немало ужастиков. О, я однажды читала ужастик. Я в отчаянии хватаюсь за то, что-то, о чем знаю хоть немного. В том раскладе Ири могла бы с таким же успехом вести диалог с камнем. Серьезно? Не ожидала подобного от тебя, Ири? От кого-то настолько утонченного? Полагаю, можно и так сказать. Но если история заставляет меня задуматься или затягивает меня в другой мир, тогда я действительно не могу оторваться. Сюрреалистическому форму частенько лучше всего удается заставить читателя задуматься о собственном взгляде на мир, пусть и на короткое время. Ненавижу ужастики. Ух, почему? Ну, я просто на сукину долю секунды стрельнула в меня. Неважно. И правда, ты ведь обычно пишешь о более миленьких вещах, не так ли, Нацуки? Что? Почему ты так подумала? Ты оставила кусок смятой бумаги после последнего собрания клуба. Похоже на то, что ты работаешь над поэмой под названием «Не говори об этом вслух». И верни мне. Хорошо. Хе-хе, твои кейсики, твои поэмы, все, что ты делаешь, настолько же миленько, как это сама. Саори подкрыла за Нацуки и закинула свои руки ей на плечи. Я не миленькая. Нацуки, ты пишешь свои собственные поэмы? Ну, иногда я думаю, какая тебе разница? Я считаю, что это впечатляюще. Почему бы тебе не показать нам как-нибудь? Нет. Нацуки отвела взгляд. Они тебе не понравятся. Еще не очень уверенно писатель. И я понимаю это чувство Нацуки, что поделиться при таком вопросе письма нужно куда больше, чем просто уверенность. Истинная форма писательства, это когда пишешь для себя самого. Нужно хотеть открыться своим читателям, обнажить свои уязвимости и показать им даже самые далекие горизонты своего сердца. У тебя тоже есть писательский опыт, Юрий? Может, если ты поделишься некоторыми своими работами, ты сможешь подать примеры, помочь Нацуки почувствовать себя более уверенно, чтобы поделиться своими. Похоже, с Юрией та же проблема. О, я бы хотела почитать поэмы каждого. Некоторое время мы сидим молча. Ладно, ребята, у меня есть идея. Нацуки и Юрий снова меня смотрят на маму. Давайте все пойдем домой и напишем наши собственные поэмы. И тогда, когда встретимся в следующий раз, мы все друг другу не поделимся. В таком случае все будут равны. Да, сделаем это. Плюс ко всему, теперь у нас новый член. И я думаю, это поможет нам всем почувствовать себя комфортнее друг с другом и купить наши узы в клубе. Не так вечером? Моника горячо улыбнулась мне еще раз. Погоди, все еще осталась одна проблема. Какая? Теперь, когда мы вернулись к начальному вопросу о моем вступлении в клуб, я выполнила все то, что занимало мои мысли все это время. Я не говорила, что вступлю в этот клуб. Саори уговорила меня заглянуть сюда, но я еще не принимала какого-либо решения. У меня еще остались другие клубы, которые я могу посмотреть. И я потеряла хоть мысли. Все остальные девушки смотрели на меня подавленными взглядами. Ну, извини, я считала... Вы бы так переводите. Вечер. Вы все... И я беззащитен против этих девушек. И как я должен принимать взвешенное решение в такой ситуации? Ладно, если написание поэмы это сцена, которую нужно заплатить, чтобы проводить дни в компании этих красивых девушек. Хорошо. Ладно, тогда я решил. Я ступлю за огонек. Поочередно глаза девчат зажигается огонек. Да, я так счастлива. Соля ухватила меня руками, прыгая на месте. Эй, ты
правда напугал меня на мгновение. И если бы ты и правда пришел сюда только за кексами, это и правда было бы супер убого. Значит, теперь это официально. Добро пожаловать в литературный клуб. О, спасибо, наверное. Итак, ребята, думаю, что на такой хорошей ноте мы сможем официально закончить сегодняшнее собрание. Все запомните сегодняшнее задание. Написать поэму, принести ее на следующую встречу, чтобы мы все могли поделиться. Моника еще взглянула на меня. Вечером мне не терпится увидеть, как ты себя покажешь. Хе-хе. Да. Смогу ли действительно произвести впечатление на звезду классу моим посредственным навыком писательства? Я уже ощущаю нарастающее чувство тревоги. Между тем девушка продолжает болтать, пока Юрий и Нацуки убирают еду со стола. Эй, Ичиро, раз уж мы оба здесь, хочешь потом на месте? И правда, Саори и я перестали ходить домой вместе, поскольку она постоянно оставляла сумку после школы. Конечно, почему бы и нет? Итак, мы оба покинули комнату клуба и направились домой. Всю дорогу мои мысли вращались вокруг этих 4 девушек. Саори, Нацуки, Юри и, разумеется, музыка. Действительно, я буду счастлива, оставаясь каждый день после школы в литературном клубе. Возможно, у меня будет шанс видеться с одной из этих девушек. Ладно, мне просто нужно извлечь максимум из сложившихся обстоятельств, и тогда, я уверена, удача будет мне благоволить. И начну, пожалуйста, с написания поэмы сегодня вечером. Пришло время написать поэму. Выбирай слова, которые, по-твоему, соответствуют понравившейся тебе члену клуба. Нечто хорошее может произойти с той, кому твоя поэма понравится больше всего. Окей. Похоть, философия, ощущения, слезы, хихиканье, лето, спортплощадка, роза, нежная фантазия. Ну что, ребята, по какому пути мы пойдем? По пути смазливости, по пути ванили или по пути... По-моему, это слово само за себя говорит. Может, философия похоти? По-моему, отличное начало. Так, я не знаю даже. Давайте думать как пацан. Да, просто я девочка, мне сейчас, знаете, есть как девочка, тут слезы, роза, нежная фантазия. Вот, что мне нравится. И я хочу сделать что-то комбо. И надо думать как пацан. И я мальчик, я Ичиро. И мне надо понравиться какой-то из этих девочек. Отлично. Знаете, я сейчас миксую. Наверное, сделаю так, фантазию давайте. Покусывание. Я думала покусывание. Давайте, ладно, покусывание. А на этом мы закончим. Продолжение, то, что получилось, я сама не знаю, что получилось. Узнаем в следующей серии. Радио FM «Полуночный человек». Встретимся в следующий раз. Всем до скорого.